Этот символ называется символ операции Smartmatching, и Smart он называется потому, что в зависимости от того, то есть бинарный оператор, в зависимости от того, что стоит слева и справа от него, этот оператор выполняет разные вещи. Эти вещи описаны хорошо в документации, там есть некое подобие таблицы умножения, где на пересечении типов элементов описано, какое действие будет происходить. А switch, который существует в 5.10 и в 6 петле, он именно пользуется оператором Smartmatching. То есть, несмотря на то, что в синтаксисе явно это никак не указано, но фактически действия выполняются именно те, которые описаны в таблице. Последовательность операторов, порядок операндов, он не важен. То есть можно написать слева направо, справа налево, действия будут выполняться одинаково, несмотря на то, что в некоторых случаях казалось бы, что должно быть по-разному. И дальше я просто по той таблице умножения выборочно пройдусь, расскажу, что происходит. У нас есть обычная скалярная переменная, я ее пытаюсь сравнивать Smartmatching с значением 1. Это действие эквивалентно проверке явной. Теперь в переменной у меня хранится, то есть до этого тип переменной не был известен, теперь в переменной у меня хранится строка. Здесь оператор Smartmatching превращается в строковое сравнение. Если я попытаюсь отсмартматчить это с регулярным выражением, оператор превращается в сопоставление по регулярному выражению. Вот. С скалярами относительно просто, там в принципе все понятно. То есть основная идея была сделать этот оператор максимально интуитивно понятным. То есть если нужно сравнить что-то, то это сравнение, оно очевидным образом должно быть реализовано. Для массивов, естественно, это сложнее. Если я пытаюсь отсмартматчить два массива, то действие, которое выполняется при этом, оно эквивалентно оператору И, между которыми стоит сумма попарно по одинаковым элементам. Вот. Соответственно, если я возьму первый и третий массив, то это условие уже не выполнится, потому что элементы попарно не будут совпадать. А здесь, смотрите, здесь два массива, и в элементах этого массива, в первом массиве, у меня элементы разного типа, число и строка. Я пытаюсь сравнивать это с массивом, в котором два регулярных выражения. И несмотря на то, что 1, 2, 3 это number, это string, общий результат даст истину, потому что и строка, и число очень хорошо сопоставляются с регулярным выражением. Массив может быть с последовательностью букв, и эквивалентное действие при сравнении с одним символом, со строкой, оно будет таким. Обратите внимание, насколько упрощается код при использовании тильда-тильда. Я просто говорю, сравните, есть ли D в этом массиве. Точно так же можно использовать число. Давай в обратную сторону. Значит, Jonathan, can we use it in the process? Maybe. It depends what you're comparing with. Значит, я собираюсь проверить, у меня есть массив, а даже, например, вот так можно написать, от 1 до 5, и тильда-тильда 3. Да, можно что-то написать. Не напечатал. Почему? А почему? Слушай, она тебе, по-моему, при каждом сравнении делается.
вопрос. Точка с запятой после С. Зачем? Не нужна уже? Ну, конец блока. Потому что он... Нет, ну здесь букс какая-то надо, значит. Ну, вообще надо в самом конце одинарную точку. Она есть. Может, пробел не нужен между А и тильдой? Нет, ну это, конечно же, проверено. Окей, сейчас мы полезем просто. А если 3 смарт-матчинг 3? Если что? 3 смарт-матчинг 3. Если не массив, а тройку столько. А 3 стройки, действительно, нативный массив показать. Да, мы заснули. Окей, дело будет серьезно. Ну, 3 стройки сразу. Окей. Так, теперь возвращаемся к массиву. Not окей. Почему? Но уже не упало. Так, окей. Код, который показан в презентации, он был скопирован из реальных примеров. Соответственно, сейчас мы его скопируем обратно. А, да, есть. Скобочка. Да, кстати говоря, да. Вот, в Perl 5 был оператор такой, потом решили его сделать вот таким, вот, а потом поняли, что двойное двоеточие это совсем не то, что, ну, то есть этот символ уже используется, и решили сделать вот так. Все равно это не помогло. Елки-палки, все, я понял. То есть это то, как описано в документации. Я сейчас пользуюсь паксом, естественно, это не должно быть. Теперь мы пишем Perl 5.10. Тоже не работает. Фичу включить, наверное. Да, кстати, вопрос-то в 5.10 еще старый. Кто? Да, вопрос в 5.10 старый. И тоже не так.
Ура! Почему один? А смарт-матчинг, он по умолчанию включен, да, сразу? Ну, Smartmatch, да. То есть там не требуется писать ничего. Да. Окей. Соответственно, возвращаемся к вопросу, что будет, если... Будем это делать? Что будет, если поменять местами 7 и массив? Да. То же самое. В пятом будет работать. Окей. В пятом будет работать. В 5-10. В пятом, да, а в шестом. Вот пакс у нас не заработал. То есть пакс это не сделал. А Perl-6. Окей. Слушай, а в пятом там нету случайного поведения к столяру? It works only in 5 to 10. Там терминальная оператор написано. Вообще, это, конечно, большая разница. Сейчас у меня в этой машине стоит 4 перла. 5-10 стандартный, 5-10 релиз кандидат, пакс и обычный перл. Между ними переключаться. Вот Джон печатает в командной строке массив 1, 2, 3. Если массив тильда 2, то сей yes. Окей, значит, возвращаемся. То есть все-таки это работает. Вот. Но там есть пример, который не работает. То есть греб можно использовать и перевернуть в другую сторону, здесь тоже можно перевернуть, причем там целое, тут не целое, это тоже работает. И вот это выражение можно интерпретировать довольно просто. Обратно оно уже, несмотря на то, что действует точно так же, но просто на словах его описывать можно по-другому. То есть не семерка есть в массиве, а есть ли в массиве семерка. Со строкой то же самое, поскольку это выражение здесь уже интерпретируется как EQ, то вот этот код, он должен выявить ошибку. То есть, точнее, он должен не пройти тест, потому что строка уже не будет. То есть вот это преобразуется в целое число, здесь все нормально. Когда это строка, естественно, такой строки там нет. Можно составлять с регулярным выражением массив, причем весь массив, и, соответственно, он поэлементно будет с этим регулярным выражением сопоставляться. Вот такая вещь работает. Такая вещь уже не работает, потому что этот процент, он портит все преобразование в строчку и не дает ответа. Вот, можно сравнивать через тильду функции. И означает это результат функции. На самом деле, смарт-матчинг для функций это очень трудная для понимания вещь, потому что там в документации используются и ссылки на функции, и вызов функций. Соответственно, здесь сравниваются результаты. То есть, на самом деле, это просто достаточно весь этот код запустить, как мы сейчас запускали, и более-менее разобраться в этом. Можно на функцию поставить ссылку и использовать ее в операторе сопоставления. Соответственно, будут сравниваться именно ссылки, а не результат выполнения функции, и не результат вызова с каким-то аргументом. Если сравнивать скаляр со ссылкой на функцию, ссылка на функцию это скаляр, то фактически выполняется вот такое действие. И уже результат будет зависеть не от сравнения, а от того, что вернет эта функция на таком аргументе. Вот как если вы меняете местами, то в принципе то же самое. Вот, здесь то же самое, и вот тот аргумент return 2, он выйдет как результат этой функции. Можно сравнивать хэш с чем угодно. Самое простое сравнить хэш со скаляром, в данном случае строка, и проверяется, есть ли такой ключ в том хэше. Здесь будет истина. Вот этот пример, который описан в документации, но мне не удалось его повторить. То есть, если я пытаюсь сравнивать хэш с массивом, то написано, что выполняется вот такое действие. А оно у меня не выполняется.
Значит, здесь у меня есть хэш, в котором два элемента, ключ значения, и я пытаюсь сравнивать хэш с регулярным выражением без регистра ключа. Соответственно, сравниваются, то есть, опять же, если я сравниваю хэш с чем-то наподобие нуля, то сравниваются ключи. То есть я делаю грех по всем ключам и смотрю, есть ли среди ключей ключ, имя которого подходит под это регулярное выражение. А то же самое со значением можно сделать? А со значениями? Ну, вместо кейс, Ну, я например. понял. Наверное, можно написать вот здесь просто валюс. Хэш с хэшом — это отрыв. Потому что здесь здесь выполняется вот такое. Но на самом деле, несмотря на то, что хэш с хэшом сравнивать непонятно, что должно происходить, фактически происходит очень простая вещь. То есть я просто беру ключи этого хэша у второго хэша и смотрю, совпадают ли эти наборы ключей. Причем порядок ключей, обратите внимание, в первом случае сначала объявлен А, Б, потом Б, А. Порядок ключей в хэшах, естественно, не имеет никакого значения. Поэтому вот эта вся конструкция равной покрытия, она возвратит истинный результат, потому что ключи попарно одинаковые. Все. Okay, so final section is on regex and grammars. I could spend a whole day on this. I haven't got very long at all. So I'm going to have a quick look at what's not changing from Perl 5, what is changing, some notable features, and then I'll have a look at named regexes and grammars, which is where the real kind of new power here is. So, staying the same, you still can write regexes between slashes. The question mark plus and star are quantifiers, and their lazy variants staying exactly the same. Brackets are still used for captures, positional captures, but we also have named captures, which I'll look at in a moment. Character classes like \d, \w, and so on are the same. You can still use the bar for alternation. However, the semantics are a bit different. To get the Perl 5 ones, use double bar. And it's actually a big part of actually unifying regex semantics with language semantics. And if you actually think about the semantics of Perl 5 alternation, it's actually like a shortcut, an OR operator, which basically doesn't involve evaluating the second argument if the first one satisfies the condition. Well, in Perl 6 regex, that's what that does, and the other one guarantees that you get the longest of the matches, which is important for parsing. So, changes. One of the big things that's going on in Perl 6 regexes is let's try and actually make them more sane, more readable, and more kind of obvious what stuff is. So there's one very simple rule for knowing what's a literal and what's syntax. If it's alphanumeric, or it's the underscore, it's a literal. If it's not, it's syntax. If you want to make something that is just normally alphanumeric syntax, you stick a backslash before it. So for example, this makes \w, which is, the w is normally just a character, \w makes it do something special. Similarly, the angle brackets are not alphanumeric, so they would be syntax, but if we put a backslash before them, it makes them literals. That's it. So the default in Perl 5 was that white space matched a literal space. In Perl 6, the X operator, the X modifier, which you had in Perl 5, is the default. So now the people have no excuse not to write more readable regexes. So these two are completely equivalent.
Again, this is a make what's inside regex is more consistent with Perl 6. If you write something in quotes, then that's a literal. So, if we put, rather than just writing the backslashes there, which you can imagine is quite a pain if you've got lots of things that you want to make literal, instead you can just stick it in quotes. And the spaces don't matter, so that's going to basically match something like a HTML tag but without any attributes. Spaces are literal in the quotes too, because you're making it a literal. So that actually would match A space B space C. So a lot of the time in Perl 5 you wanted to group stuff but not capture it. Well, because that's such a common case, it wasn't really good to make writing question mark, colon, and all of that lot the same, when a lot of the time it was just information that you wanted to throw away because you weren't actually going to use the capture. Well, now we have the square brackets stolen for non-capturing groups. So if you just want to say, if I want to say it's either foo or bar or baz and more than one of them, then but I don't care about capturing it, I just use square brackets then. Character classes are now actually this slightly longer construct, because a lot of the time you're not really writing them, you're writing like /W shortcuts to them. And they're actually a bit more powerful. So this is how you write the character class for an uppercase letter. But now we can actually add and subtract character classes from each other. So that's A to Z apart from A, E, I, O, and U. So it's anything that's not a vowel. And this is anything in /W or a dash. The S&M modifiers are gone. No more trenching in what they do. Dot always matches anything. If you want to match anything but a new line, use \N, which is consistent with lowercase \D is a digit and lowercase \D is not a digit, so that's more regular. Caret and dollar always mean start and end of the string. Start and end of the line is always meant by double caret and double dollar. S&M gone. So use the Smartmatch operator to match against the pattern. So to do this, \D *4 is actually match 4 digits. The negated form of the operator is not that. And actually $/ holds the match object. So if I have the string Ukrainian Perl-workshop 2008, then I smart match it against this regex \D *4. Then $/ is the match object and contains, if you use it as a string, contains what was matched, in this case 2008. Now, the thing is that we didn't tend to really make very good reuse of regexes before. In Perl 6, it's a lot easier to write named regexes, and you can actually start to kind of build libraries of them. So here I've created a regex year, which matches 4 digits. And then I can match it against the event description just by writing squiggle squiggle here. So this is quite cleaner, and we can get some nice reuse going on here. But the really powerful thing is that you can actually call one regex from another. So here we have our year regex again. Here we have one that matches a place name. Here we have a regex workshop, which says your workshop is a place name, followed by a space, followed by Perl, space, workshop, space, followed by a year. The regex for YAPSI is the literal string YAPSI in 2 colons, either EU, NA, or Asia, the space, and the year. And the Perl event is either workshop or YAPSI. Now, the match object is actually not just a string, it's a real object. So, you can use it to index into it like a hash to actually get at the individual matches. So, this says, if what we matched was a YAPSI,
then say the year, which was a submatcher to that, else say workshop year. Otherwise, say it wasn't a Perl event. Now, by default, regexes do backtracking. That is, if you write A star A, then what happens is and you've got a whole string of A's, then the first thing it tries to do is the A star matches all of them, and then it's like, but we can't match another A, so it then backtracks and says, okay, let's knock one off, and then an A. Now, this isn't very efficient for building complicated parsers. So if you use token or rule, instead it doesn't actually backtrack anymore. And additionally, you can actually replace any rule, will replace any literal spaces in the regex with this called the white space rule. So what you can actually do is you can write something which you just put spaces in it, and it automatically matches what your matching's definition of white space is. So if you're parsing a programming language, your definition of white space can include the comment syntax for that language. Now, we actually have a pretty good implementation of a lot of this stuff, because it's actually what we're using in Rakudo to parse Perl 6. So we're actually using Perl 6 to write the parser. So this is a chunk that I literally just copied and pasted out of the grammar for the if statement. So we say, we have an if, which we capture into this, this is actually doing a named capture, and assigning it to sin. We match an expression, and we match a block. And then we match either 0 or more of else if a new expression in a block, or 1 or none of else and then the else block. We're actually using this today to parse if statements. This is all working code. So that's been a quick tear through a lot of bits of Perl 6. If you want to follow the progress of Rakudo, it's this website here. If you want to read the official Perl 6 language specification, there's this site here. There's an unofficial Perl 6 FAQ, which I worked on, and answers over 100 Perl 6 questions here. And I'm sure there's a lot more. Is there any specific, is Perl6.ru active? Okay, Perl6.ru is Perl 6 site in Russian? Okay, that's pretty easy. So, thanks for having me at the workshop to talk about this, and it's been a pleasure presenting with Andrew. Perl 6 has taken quite a while to design. It's taking a while to implement, because they designed lots of things while they were taking a long time. There's plenty of people working to make this happen, but if you fancy getting involved, that'd be great. It's actually been really good seeing what does and doesn't work here today. I will now go away and actually implement smart matches on arrays and hashes. So in a few days I'll hopefully have a post on rakudo.org which says this now works. So thanks very much. Any closing questions? Looks like not. Okay.